Был такой повелитель Акбар I, 1542-1605 год. Это третий правитель империи великих моголов, который расширил государство, прославился веротерпивостью и интересом к наукам и философским диспутам при дворе. Его правление – одна из вершин могольской эпохи. Где-то в конце 1570-х годов Акбар решил эмпирически проверить идею, что речь рождается из слышания. По его приказу нескольких новорожденных поселили в отдельном здании, куда к ним допускали только немых кормилиц, по-персидски «забанбаста», и поставил надежную стражу, так, чтобы дети не слышали никакой человеческой речи. Место прозвали «Дом немых». Цель была простая – увидеть, заговорят ли дети естественным языком сами по себе. Эти подробности записаны придворным историком Абуль-Фазлем в Акбарнаме. Эксперимент закончился 9 августа 1582 года, когда Акбар лично посетил Дом немых. Абуль-Фазель сообщает, что Акбар не услышали ни крика, ни речи. При всем их 4-летнем возрасте они не имели доли в талисмане речи. Ничего из них не исходило, кроме шума немых. То есть дети не заговорили вовсе. О похожем рассказывает и историк Бадауни. Около 20 младенцев держали в уединенном доме, которые спустя 3-4 года все оказались немыми. Позднее анонимный трактат «Дабистан и Мазахиб» сделал из этой истории логичный вывод, что буквы и язык не природны человеку, а возникают из обучения и беседы. Есть и независимое свидетельство иезуита Иеронима Ксавье. Сам Акбар рассказывал ему, что ни один из детей ясно говорить не начал. Эксперимент стал аргументом в пользу того, что без слышимой речи язык не появляется. Идея, созвучная последующим взглядам ученых. В более широком контексте правления Акбара эта история часть его постоянных интеллектуальных опытов, от религиозных диспутов до проектов культурной унификации. Эксперимент Акбара был последним в череде таких «королевских» в кавычках исследований, которые тянутся с древности. Начнем с Псаметиха I, египетского фараона VII века до нашей эры. Он хотел доказать, что египетский — это исконный язык. 2 младенца были изолированы с пастухом, который не должен был говорить. Через 2 года они произнесли слово «бекос» — «хлеб» по-фригийски. Фараон сделал вывод, что фригийцы — древнейший народ. Современный ученый считает, что бекос было, скорее всего, обычным младенческим лепетом, который фараон просто захотел услышать. Но самый трагичный пример связан со священным римским императором Фридрихом II в XIII веке. Фридрих, тоже движимый научным любопытством, хотел найти божественный язык. Нянькам было приказано не только не говорить, но и, что самое страшное, не ласкать и не прикасаться к младенцам. Результат был катастрофическим. Все дети умерли. Историк Салим бен де Адам записал краткий, но вечный вывод: они не могли жить без ласки. И здесь кроется ключевое различие. Дети Акбара выжили, хоть и остались немыми. Это значит, что хотя им лишили языка, им, видимо, оставили заботу. Фридрих же показал, что физическое выживание зависит от эмоциональной привязанности. Королевские эксперименты прекратились, но они заложили основу для одного из главных открытий лингвистики — гипотезы критического периода. Современная наука, работая с трагическими случаями вроде Виктора из Аверона или Джинни, детей, которые были изолированы от общества, подтвердила правоту Акбара. Нейробиолог Эрик Ленинберг утверждал, что если человек не освоит язык до наступления полового созревания, мозг необратимо теряет способность к его полноценному усвоению. Джинни, найденная в 13 лет, смогла выучить слова, но ее грамматика и синтаксис навсегда остались неполноценными. Ее случай, как и молчание детей Акбара, подтверждает: окно возможности закрывается. И в этом мрачное наследие Дома немых. Язык — это не просто способность, это критически важное условие для того, чтобы стать человеком.
без своевременного культурного ввода, без звуков речи или, что важно, без жестов, как гласит поздняя легенда о детях Акбара, наш мозг не может построить ту сложную структуру, которую мы называем языком. Эксперимент Акбара, который сегодня можно квалифицировать как чудовищное нарушение этики, стал самым убедительным, пусть и трагическим, историческим доказательством того, что язык не является врожденным. Он дар, который мы получаем только от сообщества. И это сообщество мы обязаны беречь. А вы как думаете, если бы Акбар узнал, что его няньки научили детей жестовому языку, что он сделал? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр.